24 февраля – годовщина полномасштабного вторжения российских войск в Украину. Событие, которое уже вошло в мировую историю, хоть финальная глава пока еще не написана. Из-за имперских амбиций Путин нарушил свои же договоренности и обещания, надругался над международным правом и поставил мир на грань Третьей мировой. А в устремлениях Бункерного все чаще начало просматриваться то, что уже было в истории менее 100 лет назад. Но никогда больше не должно быть 22 июня в 4 утра. Пусть лучше будет 22 февраля в 4 утра 22 года. Похожая терминология и обоснования, такие же безумные цели и идеи, тайное желание не просто повторить, но и превзойти своего предшественника. И мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут. Пока что разный масштаб личности и трагедии, но уже такой же подход к человеческим жизням. У нас в ДТП погибает примерно 30 тысяч человек. От алкоголя примерно столько же. Похоже, приход во власть и, похоже, одинаковый конец в бункере после поражения. Что объединяет нацистскую Германию и путинскую Россию? Стоит ли сравнивать Третий Рейх с сегодняшней РФ, а Путина с Гитлером? И почему страна, победившая нацизм, спустя многие годы окрасилась в красно-коричневые цвета, изобрела собственную свастику и напала без объявления войны на соседнее государство, даже не скрывая своих дальнейших планов? Напомню вам, что Украина – это всего лишь промежуточный этап в обеспечении стратегической безопасности Российской Федерации. Как превратить народ в послушное стадо фанатичных безумцев, которые искренне боготворят своего кумира и идут на убой по первому же щелчку его пальцев? Почему потенциальных тиранов никто не остановил? Схемы зомбирования и исторические параллели, от которых становится не по себе. Все больше и больше стран в мире, которые хотят проводить и будут проводить независимую политику. И никакой мировой жандарм приостановить этот естественный глобальный процесс не сможет. Этому должен прийти конец, что какая-то нация должна претендовать на роль мирового жандарма и вмешиваться в дела повсюду. Что будет с нами и что ждет россиян после войны? Как не допустить подобных угроз в будущем? И о чем каждый раз забывают диктаторы перед своим позорным поражением? Мы съездили в Германию, поговорили с историками, местными жителями и даже теми, кто поддерживает Путина, чтобы дать вам самые точные ответы на главные вопросы. В нашем документальном фильме «Путин по пути Гитлера». Прямо сейчас на канале Нехта. Все в истории взаимосвязано, не всегда справедливо, но закономерно. Чуть более 100 лет назад кайзеровская Германия и Австро-Венгрия проиграли войну, которую сами же и развязали. Монархи были повержены, Австро-Венгрия распалась, а Германская империя была вынуждена смириться с разрушениями, репарациями, сильнейшим унижением и большими потерями. Минус 13% территории и 7 миллионов населения. В стране расцвела чудовищная инфляция и бедность, а моральный дух немцев был низок как никогда. Германия требовала порядка, стабильности, сильной руки и реванша за поражение в войне. Ничего не напоминает? Prägend war für ihn sicherlich, wie für viele seiner Generation, die Erfahrung des Ersten Weltkriegs. На Гитлера очень повлияло поражение в Первой мировой войне. Для него, как и для миллионов других немцев и австрийцев, проигрыш стал неожиданным шоком. И фазу после проигрыша, экономический кризис и так далее, он воспринял как унижение и как ключевой момент в своей жизни. Und die wirtschaftlichen Verwerfungen als Demütigung und als einschneidende Lebenserfahrung empfunden. Тут можно видеть, как деньги постоянно теряли свою ценность в 20-х, начало 30-х годах. 100 тысяч марк, 50 миллионов марк. Гитлер предлагал довольно простые методы, чтобы решить эту экономическую проблему. Заявлял о том, что как только избавиться от евреев, экономика в стране восстановится. В своих речах Гитлер винит в поражении евреев и призывает к реваншу после Первой мировой. Именно болезненное поражение империи и становится точкой отсчета к новой, более глобальной войне, в которой Гитлер мечтает отыграться.
настроения людей были именно такими. Возможно, они не поддерживали все постулаты Гитлера, но он им обещал многое. В отличие от ефрейтора баварской армии Гитлера, Путин даже не служил в армии. Хотя и воевал с врагами народа. Работая в КГБ, молодой лейтенант преследовал неблагонадежных граждан. Следил, проводил обыски, вербовал. Кстати, в этот же период он завербовал в качестве агента Райнера Зонтага, одного из лидеров немецкого неонацистского движения 80-х годов. Ведь тогда было понятно, что ультраправые могут превратиться во влиятельную политическую силу. Это даже героической разведкой стыдно назвать. В этом здании когда-то располагался отдел советского КГБ в Дрездене. Когда-то здесь работал и никому еще неизвестный на то время Владимир Путин. В конце 89-го Восточную Германию охватывают масштабные протесты. Путин не может с ними ничего поделать, никак на них повлиять. Он лишь осознает, СССР проигрывает в холодной войне. Das die einzige Erkenntnis von Putin, die nachhaltig war, die war. Путин тогда был на своем рабочем месте на Ангелика-штрассе, а перед зданием собрались демонстранты. Он все время звонил своему начальнику КГБ в Берлин, но не получал ответа и не знал, что делать. Районные администрации Штази захватывались одна за другой. Я думаю, что Путин осознал, это трагедия. Он был частью системы, так сказать, в иерархии, но его начальство не могло ему ничем помочь в ночь на 5 декабря. Они ничего не знали. Größen wie Motro auch hier in Dresden. Понимая, до чего все может дойти, в нашей резидентуре затопили печь. В ней жгли оперативную документацию с именами людей, которым могло навредить разглашение. Как вспоминает Владимир Путин, он сам сжег столько бумаг, что печка треснула. И вот именно за этими документами в тот момент и пришла толпа демонстрантов. Пришлось даже группе охраны продемонстрировать оружие. К сожалению, что не очень хорошо, на мой взгляд. У вас было оружие в этом? У меня табельное оружие было, конечно. Я же был офицер. Окончательное поражение в холодной войне, распад Советского Союза, нищета и лихие 90-е. Последующие 10 лет для Путина стали периодом переосмысления и подготовки ко времени новых возможностей. Гитлер, к слову, тоже пришел во власть не сразу, хоть и очень хотел. Возле этого здания закончилась первая и последняя неудавшаяся попытка госпереворота, осуществленная Адольфом Гитлером в 1923 году. Его приговорили к 5 годам лишения свободы, но выпустили условно-досрочно через 9 месяцев. В тюрьме он написал свой «Mein Kampf». Сегодня на этой площади проходит акция в поддержку Украины, чтобы не допустить нового Гитлера. Несмотря на провал пивного путча в Мюнхене, Гитлер стал более узнаваемым в Веймарской республике и получил еще больше сторонников. В последующие 10 лет он сделает все, чтобы получить власть легальным путем. Примечательно, что и Гитлер, и Путин, и даже Лукашенко изначально были избраны как раз-таки по закону. В конце января 1933-го Гитлер становится канцлером Германии. Его официально, демократично и по закону назначает президент. Но пройдет буквально месяц, как он захватит и укрепит нацистскую власть в стране за счет излюбленного всеми диктаторами метода лжи и провокаций, поджога Рейхстага. Нацистская власть в стране значительно укрепилась. Вообще, диктаторы, как правило, приходят на волне кризиса, делая вид, что способны решить все проблемы и победить всех врагов сразу. Взрывы домов, теракты, война в Чечне и образ так нужного россиянам сильного лидера усадили на трон и хитрого директора ФСБ Путина. Мы будем преследовать террористов везде. В аэропорту. Значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем, мы и в сортире их замочим, в конце концов. Все, вопрос закрыт окончательно. Несомненно, что именно теракты 99-го года и возобновление войны с Чечней привели в Кремль молодого, жесткого лидера. Новая власть была поддержана большинством россиян. Тем не менее, в некоторых ее поступках сквозит неуверенность, даже страх. Дело в том, что единственными террористами, обнаруженными в связи со взрывами домов, оказались сотрудники ФСБ. Но если изначально Путин еще хоть как-то пытался строить из себя демократа, то Гитлер особо не скрывал своих реальных намерений. Все свои преступные цели он ясно, четко и понятно изложил в книге «Mein Kampf»,
Там было и про уничтожение европейских евреев, и про военный поход на восток. В 1937 году тираж составлял 3 180 000 экземпляров, а в 1941 – 6 600 000 экземпляров. «Майн кампф» является главной книгой национал-социалистической идеологии. Описывает то, что немцы и в целом арийцы, они имеют более высокую ценность, чем другие народы. Для мира. Да, и что они имеют право расширяться, в том числе на восток. Были тогда уже люди, которые понимали опасность Гитлера, в том числе и политики, как Уинстон Черчилль, например. Но при этом были достаточно политики, западные политики, которые не воспринимали всерьез угрозу, которая исходила из нацистского движения, и верили в то, что можно как-то договориться с этим человеком, и что его желание экспансировать Германию максимум ограничить на территории Чехословакии, например, из-за чего велись переговоры, подписались соглашения. Не все немцы были убежденными сторонниками нацизма, но и были те люди, которые просто хотели какую-то карьеру, достичь какие-то личные положительные эффекты от того получить, и поэтому вступали в нацистскую партию в надежде, что для их лично станет как-то лучше. Тогда простые люди не знали, не хотели знать или даже не догадывались о том, что этот человек способен развязать самую кровавую войну в истории человечества. Национал-социалистическая партия на самом деле даже после поджога Рейхстага все еще не набирала большинства на выборах. Хотя уже тогда они не были свободными и демократическими. Уже тогда применялось давление на политических конкурентов. Но поддержка Гитлера со стороны немецкого народа и немецких элит росла. А для полного захвата власти ему хватило нескольких нацистских министров в первом правительстве. Министра внутренних дел и премьер-министра Пруссии, который возглавлял полицию. И Путин, и Гитлер олицетворяли собой надежду масс на сильную руку, стабильность и восстановление былого величия. На последнем, впрочем, Путин решил сыграть уже чуть позже. После назначения Ельциным тот ведь совок, мягко говоря, не любил. Крушение Советского Союза было крупнейшей геополитической катастрофой века. Для российского же народа оно стало настоящей драмой. Десятки миллионов наших сограждан и соотечественников оказались за пределами российской территории. А где заканчивается граница России? Россия заканчивается через Берингов пролив с США. Граница России нигде не заканчивается. Одна из основ идеологии у обоих режимов – реваншизм. Цель Гитлера была в том, чтобы захватить новые территории проживания на Востоке. В этом заключалось его мировоззрение, что есть борьба за самовыживание народов и человеческой расы, по его представлению. И по мнению расистско-антисемитских мыслителей, были иерархии, были более качественные расы, арийцы, и были неполноценные, славяне или евреи. А территории проживания находились, по мнению Гитлера, на Востоке, в Восточной Европе. В первую очередь речь шла о территориях, которые после Первой мировой Германия отдала Польше. Эти территории снова должны были стать немецкими, а территории, которые сегодня принадлежали Беларуси, Украине и России, должны были входить в колониальную империю, чтобы их можно было экономически эксплуатировать в пользу Германии. По великому прошлому тосковал и бывший КГБшник. Ему не давали покоя самостоятельные независимые соседние государства. Как Украина-то складывалась? Кто ее создал-то? Ленин Владимир Ильич. Правда, после его смерти, но по его принципам созданы. Были великороссы, белоруссы и малороссы. Потом под воздействием внешних факторов, а потом еще большевики внесли свою лепту. Значит, у нас начали разделять единый русский народ. Я считаю, что вообще украинцы и русские – это вообще один народ.
Но откуда черпал вдохновение и у кого учился историк Путин? Он неоднократно цитировал своего любимого философа Ивана Ильина. Личность, мягко говоря, неоднозначна. Это один из самых ярых идеологов русского фашизма, который симпатизировал ультраправым в Германии и Италии. Он отстаивал мессианство русского народа и его исключительность. Вам нужны великие потрясения, а мне нужна великая Россия. Есть такой философ Иван Ильин, и Путин неодноразово заявлял о том, что это его любимый философ. Путин даже организовал перезахоронение его останков в Россию. Есть тоже памятники в честь него, вот в Екатеринбурге, например. И этот Иван Ильин, он открыто говорил о том, что Гитлер является спасителем Европы и был откровенным фашистом, вот, в оригинальном понимании этого слова. И получается довольно ироничная ситуация, что Путин регулярно обвиняет Украину в том, что она является фашистским государством, потому что там есть памятники Бандеры и так дальше. И одновременно в России, вот в Москве, например, есть мемориальная доска в честь Ивана Ильина. Вот тот политический строй, за которого тоже аргументирует Иван Ильин, и который открыто является не сторонником демократии, а откровенным фашистом. И если даже смотреть вот на любые понимания слова фашизм, то можно легко определить, что те признаки, они более соответствуют действующей политике России, чем действующей политике в Украине. Потому что при всех плюсах и минусах Украина еще является чуть более демократичной страной, чем Россия. После войны в Грузии в 2008-м, а еще более активно после захвата Крыма в 2014-м, в публичном дискурсе начинает активно распространяться термин «рашизм». Он подчеркивает агрессивный характер тоталитарного строя в РФ, растущий империализм, милитаризм, ультранационализм, культ личности, ксенофобию, шовинизм, которые никто уже даже и не скрывает. Всякое желание уничтожить Россию будет означать конец мира. А еще старый лозунг черносотенцев: православие, самодержавие, народность. Гремучая смесь, не правда ли? Сегодня российское общество испытывает явный дефицит духовных скреп. Примечательно, что последователи рашизма могут быть как правых, так и левых взглядов, иногда даже успешно их совмещать и в упор не видеть противоречий. Православный монархист, ностальгирующий по совку и батюшке Сталину, или же прожженный коммунист, целующий иконы в православном храме — лишь одни из немногих примеров типичных носителей русского мира. А война идет! Война! Война за Россию! Матушку! Путин президент мира! Ура! И Гитлера, и Путина объединяет попытка создания культа личности. Правда, у первого все было гораздо масштабнее, и массовку за 500 рублей на митинг в Лужниках собирать не приходилось. Бойся, старый мир! Мы идем! Гойда! Нам нет равных. За единство российского народа! Ура! Россия! Но даже согнанная массовка знает, между Россией и Путиным нужно обязательно поставить знак равенства. Не будет Путина, не будет России. И наоборот. Есть Путин, есть Россия. Нет Путина, нет России. Партия — это Гитлер. Но Гитлер — это Германия. Как Германия — Гитлер. Гитлер, да здравствует победа! И, конечно же, пропаганда, а точнее военная цензура. Чем страшнее ложь, тем охотнее в нее верят. Легендарная фраза, которую приписывают Геббельсу, на самом деле она была написана Гитлером в «Майн кампфе». Геббельс же говорил, чем невероятнее ложь, тем быстрее в нее поверят. И он добивался своего. Он был талантливый человек. Биолаборатории, распятые русские мальчики на завтраке, боевые комары и гуси. Легендарный бред российской пропаганды войдет в историю мирового трэша. Такой беспилотник транспортирует в заданный район контейнер с большим количеством комаров, переносчиков инфекции, и высвобождает их.
При укусе комары инфицируют атакуемых людей возбудителями особо опасных заболеваний. Разумеется, все независимые и несогласные с Кремлем СМИ были закрыты или выдворены за границу. Ложь заставили назвать правдой, а войну миром. Все по Оруэллу. Война — это любовь, война — это друг, война — это будущее, заложенное в мире. А говорить о политзаключенных, преследовании несогласных и неугодных нечего. Немцов, Литвиненко, Политковская, Навальный, убийства, пытки и репрессии в отношении оппонентов – жуткая классика для тоталитарных режимов. Политические заключенные – неотъемлемая часть любой диктатуры. Если они появились в стране, значит, дело не к добру, а большие жертвы начинаются всегда с малого. Парламент, суды, предприятия и госорганы под полным контролем, переписывание законов под себя и референдумы для имитации воли народа. Ну и, конечно же, главная опора – силовики и армия. Одинаковые картины в музеях, описывающих такие режимы. Одна из основ нацистского государства – секретная полиция гестапо. Георгиевская ленточка после Крыма особо не прижилась, поэтому во время вторжения в Украину в 22-м решили использовать что-то попроще. Правда, почему-то не кириллическое. Z и V. Новая свастика стала новым символом рашизма. Узнаете символы? Им тогда придавалось огромное значение. Культ поклонения Гитлеру и нацистской партии – одна из неотъемлемых частей той жизни. Масштабное празднование 50-летия Гитлера или просто свастика в обычной жизни. Ничего сверхординарного в те годы. Все ясно. Фашистский эсминец. Откуда ты знаешь? Читал. Фашистские эсминцы обозначались буквой Z. Но и на этом монологи, увы, не заканчиваются. Знаменитый нацистский лозунг «Один народ, одна страна, один вождь» оккупанты также беззастенчиво украли. Высокопоставленные российские чиновники даже не стесняются, когда произносят подобные вещи. Одна страна, один президент, одна победа. Кстати, вот еще одно, на первый взгляд, не сильно заметное, но очень показательное детище пропаганды любого тоталитарного режима – спорт. Олимпийский стадион в Берлине. Именно здесь в 1936 году прошли летние Олимпийские игры. Нацистская Германия, скрывая свою реальную сущность, антисемитскую и российскую политику, пыталась показать всему миру, какие они хорошие, добрые и миролюбивые. Почему диктаторы так любят спортивные игры? Олимпиада – это дорогой, но очень эффективный способ повысить свой статус на международной арене, сплотить народ, показать свои достижения, открытости и мирные намерения. Неудивительно, что от спортсменов требуют результатов, как от генералов на войне, а уж тем более в те-то годы. Даже расизм и антисемитизм тогда временно прикрыли. Но не все одобряли идею проводить Олимпийские игры в Германии, прекрасно понимая кровожадную сущность нацизма. The brilliant Negro Jesse Owens flashed over the track to beat his fellow countryman Metcalf in 10 3/10 seconds. Гитлер был очень недоволен, что Олимпиаду выиграл не ариец, которые должны были править миром, по его мнению, уже через несколько лет, а афроамериканец Джесси Оуэнс. Но, тем не менее, приходилось тогда еще демонстрировать толерантность и все вот в этом духе. А ведь еще никто не знал, что будет уже через пару лет в мире. И ведь уму непостижимо, как один небольшой человек мог натворить столько бед. Решение о том, что Олимпийские игры будут проходить в Берлине, приняли еще до того, как Гитлер стал канцлером. Но в 1936-м национал-социалистическая диктатура уже была. Настоящей оппозиции не было. Рейх использовал это событие, чтобы предстать перед миром как современное и мощное государство. Это было важно для режима. Большинство медалей выиграла тогда Германия. Как и сегодня, страны-организаторы автоматически представляют себя как успешных победителей. И часто так поступают недемократические страны, как Китай или Россия, которые специально организовывают такие спортивные ивенты.
Современным аналогом Олимпиады в Берлине стала Олимпиада 2014 в Сочи. Зимние Олимпийские игры проводились на фоне политического кризиса в соседней Украине. Буквально в это же время начиналась аннексия Крыма и гибридная война против соседнего государства с участием спецслужб, военных без опознавательных знаков и местных сепаратистов. Олимпиаду в Сочи сопровождали коррупционные и допинговые скандалы, но Путин проводил игры с большим размахом. Он демонстрировал всему миру величие РФ и своей личности в качестве ее правителя. Но начать захват Крыма он приказал еще до того, как Олимпийские игры официально завершились. На медалях у оккупантов указано 20 февраля. А церемония закрытия Олимпиады в Сочи прошла только 23-го. Многие военные эксперты уверены, что игры в Сочи помогли Путину прикрыть переброску российских войск в Крым и аннексировать полуостров. Около 7 часов утра я всем моим коллегам, а их было 4, сказал, ситуация развернулась таким образом на Украине, что мы вынуждены начать работу по возврату Крыма в состав России. А чтобы немного отбелить имидж России перед Олимпиадой, Путин выпустил политических заключенных, бизнесмена Михаила Ходорковского и участниц группы Pussy Riot. Причем за Ходорковского просила лично Ангела Меркель. Этим шагом хозяин Кремля хотел предотвратить возможный бойкот Олимпиады со стороны Запада и продемонстрировать всему миру, что его режим не такой уже и людоедский. А теперь итоговая бинго. Международно принятая британская энциклопедия дает фашизму четкие определения. Фашистские идеологии имели много общих черт, включая крайне милитаристский национализм, презрение к избирательной демократии, политическому и культурному либерализму, веру в естественную социальную иерархию и правление элит, а также желание создать Volksgemeinschaft – народное сообщество, в котором индивидуальные интересы были бы подчинены благу нации. И за каким-то подтверждением далеко ходить не нужно. Вот про национализм. Самый большой националист в России – это я. Вот про презрение к либерализму. Потом есть, знаете, вот эта современная так называемая либеральная идея, да? Она, по-моему, себя просто изжила окончательно. А вот что-то про иерархию по-русски. У меня вот такой вопрос. Я автолюбитель. Плачу транспортный налог 4000, а дороги нет. И у нас вот от села до Бельго, до федеральной трассы 50 километров. А зачем очень вам машина-то? ужасная дорога. Если нет дороги, зачем машина? Где вы ездите? Ну и, конечно же, государственная позиция по поводу индивидуализма и личных свобод. Ну, зато честно. Западная концепция прав и свобод основана на понимании человека как автономного индивида. Но для многих народов и цивилизаций, для большинства, индивидуализм не является главной ценностью. Национальные модели должны учитывать религиозную, историческую, культурную специфику. Ну, то есть не были свободными, нечего и начинать. Духовные скрепы сделают богатыми изнутри, а блины с лопаты и настойка боярышника сытыми снаружи. А так продолжать можно еще долго, но задумайтесь, мог ли бы говорить такое хоть какой-нибудь руководитель цивилизованной страны. Есть и другие определения, кстати, этой убийственной идеологии. Например, 14 признаков вечного фашизма по Умберто Эко. От культа силы и власти, отрицания современности и ксенофобии до новояза, запрета критики, культа героизма и смерти. Ставим на паузу, присмотритесь. А мы подошли к главному делу жизни для каждого из диктаторов – полномасштабной войне. Изобретательности тут никому не занимать. И там перед вторжением были профессионально организованы многочисленные провокации на границе. Решение о нападении на Польшу было принято задолго до начала агрессии. Нужна была какая-то провокация, повод, причина, чтобы объявить соседней стране войну. Было несколько вариантов, но долго думать не стали. Организовали якобы нападение поляков на немецкую радиовышку в Гляйвице. Это и послужило формальной причиной для начала вторжения агрессии против Польши. Так и началась самая кровопролитная в истории человечества война. А теперь сравните риторику Путина в день начала вторжения в Украину и Гитлера в день начала агрессии против Польши. Крымчане и севастопольцы сделали свой выбор быть со своей исторической родиной, с Россией. И мы это поддержали. Повторю, просто не могли поступить иначе.
Сегодняшние события связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа. Они связаны с защитой самой России от тех, кто взял Украину в заложники и пытается использовать ее против нашей страны и ее народа. Гданьск был и есть немецкий город. Обе эти территории по их культурному развитию принадлежат исключительно германскому народу, без которого на этих восточных территориях царило бы глубочайшее варварство. Гданьск был отнят у нас, аннексирован Польшей. Как и на других германских территориях на Востоке, со всеми немецкими меньшинствами, проживающими там, обращались все хуже и хуже. Военное освоение прилегающих к нашим границам территорий, если мы позволим это сделать, останется на десятилетия вперед, а может и навсегда. И будет создавать для России постоянно нарастающие, абсолютно неприемлемые угрозы. Я решил освободить германские границы от элементов неуверенности, постоянной угрозы гражданской войны. Я хочу, чтобы мир на границе на Востоке не отличался от мира, который мы знаем на других наших границах. Мы видим, что те силы, которые в 2014 году совершили на Украине госпереворот, захватили власть и удерживают ее с помощью, по сути, декоративных выборных процедур, окончательно отказались от мирного урегулирования конфликта. 8 лет, бесконечно долгих 8 лет мы делали все возможное, чтобы ситуация была разрешена мирными политическими средствами. Все напрасно. 15 Jahre für den Nationalsozialismus der Macht kam, hatte man Gelegenheit, auf dem Weg friedlichster Abmachungen. За 15 лет до того, как национал-социалистическая партия пришла к власти, была возможность мирного урегулирования проблемы. По своей собственной инициативе я неоднократно предлагал пересмотреть эти невыносимые условия. Все эти предложения, как вы знаете, были отклонены. Предложения об ограничении вооружений и, если необходимо, разоружении, предложения о запрещении некоторых видов современного вооружения. Бред про 8 лет Путин, конечно, тоже подсмотрел у Гитлера, но нарратив оказался не совсем состоятельным. По данным ООН, за весь 21 год на Донбассе погибло 18 человек. Когда обстановка стабилизировалась, люди погибали в основном от того, что натыкались на мины. По иронии судьбы, Донбасс пострадал больше всего, когда Путин пришел его освобождать. От людей почти полностью освободили Мариуполь, Бахмут, Солидар и много других городов. Впрочем, там и с официальными целями до сих пор ничего не понятно. Появление российских войск под Киевом и у других городов Украины связано не с намерением оккупировать эту страну. У нас нет такой цели. Значит, вы упомянули о том, что появились новые территории. Ну вот, и такой все-таки значимый результат для России. Это серьезный вопрос. К слову о договорах с диктаторами. После аншлюса Австрии по аналогии с аннексией Крыма и открывшимися у Гитлера видами на Чехословакию, Запад вступает с фюрером в сговор. Была надежда предотвратить войну в Европе и удовлетворить Гитлера таким договором, чтобы он остановил дальнейшую экспансию. Сегодня мы знаем, что это было ошибочное представление. Политика умиротворения агрессора не сработала. Гитлера было не остановить. Для него это было лишь промежуточный этап, чтобы перевооружиться и продолжить экспансию. В этом здании в 1938 году было подписано Мюнхенское соглашение. Великобритания, Франция, Италия и нацистская Германия договаривались между собой о том, что Гитлер больше ни на кого не будет нападать. Надо просто отдать ему Чехословакию. Менее чем через год Гитлер нападет на Польшу. А менее чем через 100 лет напротив этого здания будет акция сторонников договоров с Путиным, противников НАТО и Запада. Я выхожу за мир, я не хочу войны с Россией, потому что я не верю в эту ложь, которую распространяют про Россию и про Беларусь. И потому что я недоволен этим правительством, и не хочу, чтобы немецкое оружие отправляли в зоны военных действий.
Самое главное – это остановить поставку оружия в Украину и следовать примеру Турции и требовать мирных переговоров от обеих сторон. Я за мир, и я хочу, чтобы как можно скорее начались мирные переговоры. Я думаю, что мир возможен с помощью переговоров. Можно было бы провести голосование под международным наблюдениями, где голосуют Донбасс и так далее. И тогда война была бы решена. Тогда война могла бы немедленно прекратиться, если бы удалось достичь соглашения. Dem Krieg, dann könnten wir sofort aufhören, wenn man da Einigung findet, finde ich. Also В тот же день в Мюнхене проходила традиционная международная конференция по безопасности. Мюнхенская конференция по безопасности проходит ежегодно с 1963 года. Здесь собираются самые важные люди, которые обсуждают вопросы, собственно, мира и безопасности во всем мире. В этом году Россию сюда не позвали, ее представляют представители ее оппозиции. Недалеко от отеля, где была важная конференция, и там, где у Гитлера не удался путч, слышались адекватные голоса. Проходил митинг в поддержку Украины и украинцев. У нас есть еще один плакат. У нас есть такой плакат, на нем написано, что пацифизм – это привилегия, и нам нужно оружие, чтобы защищаться. Подмена понятий, когда говорят, что если не будет оружия, то не будет войны, потому что Россия – империя, и она будет нападать. І то, що нам остається делать, це захищатися. Росія – імперія, і вона буде нападати. І все, що ми можемо робити, це захищатися. Мне кажется, что многие боятся эскалации войны, и они не могут мыслить настолько глубоко, чтобы понять, что для Германии тоже повышается риск войны, если Украина недостаточно защитит себя. Не стоит забывать и о союзниках. Здесь тоже интересные параллели. Главным союзником Гитлера был итальянский фашист Бенито Муссолини. Отношения между фюрером и Дуччи были далеки от идеальных, но они смогли построить ось зла. Одному хотелось вернуть Римскую империю, другому нужна была политическая и военная поддержка. А кто ближайший союзник Путина по окопу? Заклятый друг, с которыми врагов не нужно. Ну, вы и так сами знаете. Ответ будет жесточайшим. Жесточайшим, и война приобретет совершенно иной характер. Год назад не было угрозы со стороны Украины. Вы плохо меня слушали и плохо знаете ситуацию. Я об этом говорил. Откуда готовилось нанесение удара по нашей территории? Это 4 позиции ракетных систем залпового огня, которые накрывали практически промышленные города нашей страны. С ним можно и в баньку сходить, и водочки выпить, и в хоккей сыграть, и территорию для нападения на соседнюю страну попросить. Вот только Лукашенко хочет быть не Муссолини, а Франко. Поддерживать войну на словах, и то не всегда, и досидеть на троне до смерти. А подробнее о взаимоотношениях двух диктаторов вы можете узнать в нашем фильме «Лукашенко кинул Путина». Там уже 3 миллиона просмотров. Владимир Владимирович, это неправильно у вас расчеты. Мы имеем худшие условия, чем Германия. Я уже об этом не единожды говорил. Вроде воевали против Германии вместе, а наши люди, еще не умершие после войны, имеют такую ситуацию. Зачем нашего батьку все время обижаете? Что он не делает, вам все не нравится. Мамку, батьку, это о чем речь? Видимо, от белоруса СМС. Ну что ж он такое делает? Я не знаю. По-моему, не делает ничего. Если речь идет о Александре Григорьевиче Лукашенко, то что значит обижаете? В политике действуют другие категории. Категории интересов. В адрес России и его руководства идут потоки обвинений и брани. На этом построена вся избирательная кампания Лукашенко. Стремление сформировать в общественном сознании образ внешнего врага всегда отличало белорусское руководство. Только раньше в этой роли выступали Америка, Европа, Запад в целом. Теперь одним из главных врагов объявлена Россия.
Президент Лукашенко в своих высказываниях выходит далеко за рамки не только дипломатических правил, но и элементарных человеческих приличий. Впрочем, это тоже не стало для меня новостью. Я помню, как я был удивлен, когда при нашей первой двусторонней встрече, вместо того, чтобы сосредоточиться на российско-белорусском сотрудничестве, он очень подробно и исключительно в негативной манере принялся обсуждать моих предшественников на посту президента России, Бориса Ельцина и Владимира Путина. Мне пришлось напомнить тогда коллеге, что предметом наших переговоров являются совсем другие темы. Такое своеобразное понимание партнерских отношений Лукашенко продемонстрировал и в вопросе признания Белоруссии, Южной Осетии и Абхазии в качестве самостоятельных участников международного сообщества. Этот вопрос превратился в постоянный объект политического торга. Правда, сам Лукашенко считает своим примером ни Муссолини, ни Франко и даже не Путина. Учиться он предпочитает у лучших в своем деле. В свое время Германия была поднята из руин благодаря очень жесткой власти. И не все только было плохое связано в Германии с известным Адольфом Гитлером. Ведь немецкий порядок формировался веками. При Гитлере это формирование достигло наивысшей точки. Это то, что соответствует нашему пониманию президентской республики и роли в ней президента. Германия побеждена была в Первой мировой войне, в руинах была. Развал был страшнейший, но тем не менее вы смогли объединить нацию вокруг себя. Ну, фашист был у власти. Ну, идиот самый настоящий был у власти, который уничтожил столько народа. Но объединили нацию. Объединили путем жесткой власти на этом этапе. Результат вам дало, поэтому не надо упрекать меня в том, что мы хотим иметь в Республике Беларусь серьезную жесткую власть. Это то, что соответствует нашему пониманию президентской республики и роли в ней президента. Вот сравните высказывание этого человека тогда и этого человека сегодня. Разве это не двойные стандарты? Разве это не противоречие? К счастью, залезть на кремлевский трон в конце 90-х у Лукашенко не вышло, хоть он очень и пытался. Умный человек никогда не скажет, что Беларусь – это страна диктатуры или Лукашенко – диктатор. Ресурса нет. Знаете, вот Гитлер был диктатором, Сталин был диктатором. О том, каковы были бы последствия для мира, догадаться несложно. Лукашенко, кстати, тоже первым делом после прихода во власть распустил парламент, поменял символику, взял под контроль СМИ, суды и госорганы и провел референдумы. Потом установил глобус, начал проводить олимпиады, чемпионаты мира и ежегодные военные парады, а также масштабные съезды прикорытников. Также еще и лишать гражданства врагов народа собрался. А не так давно появилась у него и верная собака, с которой теперь тоже не расстается. Все в стиле позднего Гитлера. Но примечательно, что в отличие от того же Путина, Лукашенко никогда даже и не скрывал своего антисемитизма. Так сколько можно работать? Я же вас спросил год назад. Я ему поручил всех евреев взять под контроль в Беларуси. И даже Павел Изотыч не возмущался. Зисер никак не может. Никак ты не можешь этого человека нормализовать. Посмотри внимательно. Но больше всего прошелся диктатор по простым белорусам, которые устали от жизни в его красно-зеленом болоте. Во время протестов по личному указанию агрофюрера в Беларуси начали даже строить временные концлагеря. Сказано разработать, сделать лагерь, ну не для военных, не для интернированных, а лагерь особенно сорокопытных, такой для отселения. Поставить колючую проволоку, получается, перед дождя, помещение сделать топку, этаж кормили, этаж обработали, но там их держать, пока все не успокоится. Задержанных на протестах помечали краской, а политзаключенным в тюрьмах до сих пор нашивают желтые бирки и содержат в нечеловеческих условиях. Все как в нацистской Германии. Желтая бирка подразумевала то, что эти лица, осужденные по политическим статьям, должны были идти всегда впереди. Все первые шеренги состояли из политических. Делался для того, чтобы проходящий мимо сотрудник, как это называлось в жаргоне заключенных, мог отстрелить первые ряды. То есть он понимал, что вот это именно маркер. Эти люди наиболее уязвимы были, все с желтыми бирками наиболее уязвимы, потому что за каждую мелочь, собственно говоря, иногда даже и не было повода для того, чтобы оформлялось нарушение, могло быть просто-напросто придуманным.
Освенцим – место концентрации боли всего человечества. Свинцовый воздух, кажется, не очистился здесь даже спустя 80 лет. Побывав здесь один раз, можно понять и осознать гораздо больше, чем просто прочитав сотни книг о Холокосте. Это самые известные ворота, через которые когда-то проходили сотни тысяч узников самого крупного в истории концентрационного лагеря. Люди шли туда и не знали, вернуться ли назад. Сегодня эти ворота открыты для всех, чтобы каждый мог осознать и понять то, что никогда не должно повториться. Блок номер 11 – самый страшный из 28 блоков, которые находятся в Аушвиц-1. Именно здесь впервые начали использовать газ «Циклон-Б». Тестировали его на советских военнопленных. В блоке 11, блоке смерти, содержались в основном политические заключенные, суды над которыми длились не более 1,5 минут, после чего людей расстреливали у печально известной Стены смерти, которую сегодня считают одним из главных мест, где отдают дань памяти невинно убитым жертвам нацистского режима. Самое массовое место истребления в истории человечества – 1 100 000 человек. Вот эти бараки когда-то были немецкими конюшнями, где помещалось не более 50 лошадей. Во время нацистской оккупации и нахождения здесь концентрационного лагеря количество людей в бараках составляло от 400 до 800 человек. Средняя продолжительность жизни в этом лагере – 3 месяца, но многие не проживали и суток. Здесь также были и белорусы, 6 000 человек, из которых 1000 – дети, а в основном это были женщины с детьми. Освенцим – не место для политических споров, противоречий и разногласий. Здесь не очень любят, когда эту тему используют в каких-то своих целях. Мнение на сей счет едино. Это никогда не должно повториться вновь. А поэтому здесь должен хоть раз в жизни побывать каждый. Ведь, зная прошлое, мы не допустим подобных ошибок в будущем. Всего в результате Холокоста, одного из самых страшных преступлений в истории человечества, погибло или пострадало от 11 до 17 миллионов человек. И это не только евреи, ромы, инвалиды, геи, коммунисты, политзаключенные. К счастью, до таких масштабов в России и Беларуси еще далеко, но и там даже просто из тюрем выходят далеко не все. А то, насколько активно и массово депортируют украинцев с захваченных территорий в Россию, чтобы сделать из них русских, мир уже знает. И русский солдат берет автомат и стреляет в украинского. Мы ждали автобус, чтобы поехать в лагерь обратно. Вот, они мне говорили: кстати, а ты знала, что ты теперь не украинка, а ты теперь русская? А ты знала, что Мариуполь – это теперь Россия, а не Украина? А детей потом еще и в аналог Гитлер-Югенда запишут. Там и юнармия, и движение первых, и российские студенческие отряды. Это дети. Дети Донбасса, дети Мариуполя. Это наши дети. И мы, российская армия, обязаны защитить этот народ и этих детей. Мы сильная армия. Мы могучая армия. То, как Путин и россияне ненавидят украинцев, которые не хотят идти в Россию, дает повод задуматься об опасности повторения тех трагических событий истории в огромных масштабах. И нам очень важно создать образ врага, который будет отвечать как бы истинному месту. То есть это русские люди, в которых вселился бес. Вот. И мы идем их не убивать, мы хотим, чтобы их переубедить. Но если вы не хотите, чтобы мы вас переубеждали, мы вас убьем. Убьем сколько нужно, убьем 1 миллион, 5 миллионов, хоть всех истребим. Пока вы не поймете, что вы бесноваты и вам надо лечиться. А те, кто воюет за деньги и непонятные интересы на чужой земле, уже в принципе и не скрывают своих реальных намерений и взглядов. Я нацист. Я нацист. Я не буду углубляться. Националист, там, патриот.
имперское направление и так далее. Я прям говорю, я нацист. Можно руку вскинуть. Понимаешь, когда ты убиваешь человека, ты чувствуешь, азарт охотничий. Кто не был на охоте, попробуйте, интересно. Некоторые маргинальные партии, которых можно назвать сторонниками национал-социализма, вот маленькие неонацистские партии, самое главное, национал-демократическая партия Германии, на данный момент вообще не входит в никакой региональный парламент, там вроде бы чуть больше 3000 членов у ней. И они где-то на грани с законом, они знают, что можно говорить, что нельзя, что позволяет немецкое законодательство, но их представители иногда тоже осуждали за отрицание Холокоста. Был у них один известный представитель партии, который поставил в своем саде памятник воинам СС. И что интересно, сторонники вот этой партии, они открыто поддерживают политику России, они открыто заявляли о том, что НАТО носит ответственность за войну в Украине. И в 2015 году тоже один бывший глава этой партии, Удо Фогт, ездил в Санкт-Петербург, где там тоже присутствовали другие праворадикалы, в том числе, например, Алексей Мельчаков, этот российский неонацист, который воюет сейчас в складе ЧВК «Вагнер». Кроме этого, Россия очень активно привлекает наемников для войны в Украине. Самой известной стала ЧВК «Вагнера», которая уже успела наследить в Сирии, Африке и Донбассе. Но мало кто знает, что своим названием ЧВК «Вагнера» обязана позывному ее командира Дмитрия Уткина, приверженца ультраправых взглядов. А Вагнер, на минуточку, это любимый композитор Адольфа Гитлера. Так что такой позывной Уткин взял неспроста. У оригинального фюрера, к слову, тоже был свой аналог ЧВК «Вагнера». Добровольческая дивизия СС Дирлевангера состояла из уголовников и отбросов общества. Зондеркоманда совершала самые жестокие военные преступления и проводила карательные операции. Сжигала деревни, в том числе Хатынь, подавляла Варшавское восстание, убивая десятки тысяч мирных жителей. А вот кое в чем Россия даже превзошла Рейх. Так активно религию для войны даже нацисты не использовали. Будем стоять крепко за Россию. Слава России! Слава России! Воинская смерть лучше всех смертей. Это лучшая смерть из смертей. Люди умирают, как свиньи, захлебываются блевотиной, скажу я вам. Еле-еле пили-пили, перепили, под столы попадали, обрыгались, и блевотиной захлебнулись. Вот тебе и смерть. Так лучше с оружием в руках умереть за Родину. Как герой, как мужчина. Еще помолиться перед смертью, сказать: Господи, помилуй, и пошел в рай, пошла душа в рай. Это и есть гуманизм. Значит, Освенцим, всякие там разные концлагеря, ГУЛАГи, там ядерные бомбы, это логическое продолжение гуманизма. А уже то, что сказал Анри Леви, там, это смерть человека, там, смерть автора, там, это уже последние аккорды гуманизма, дошедшего в последнее свое развитие. Но все диктаторские режимы рано или поздно падают. Тиранов ждет расплата, а главных их пособников – суд. Именно в этом зале проходил самый известный в мире суд над военными преступниками. 19 нацистских лидеров были осуждены, 3 оправданы. Военные трибуналы, проходившие после окончания Второй мировой, рассмотрели дела в общей сложности более 30 тысяч нацистских преступников. В конце 22-го в Германии осудили 97-летнюю пособницу нацистов. Бывшую секретаршу концлагеря признали виновной в сопричастности к гибели более 10,5 тысяч узников. Она получила 2 года заключения условно. Ведь такие преступления не имеют срока давности и оправданий. Расплата настигла не только военных преступников, но и их пособников, которые помогали нацистам. Издатель самой известной газеты национал-социалистической партии Юлиус Штрайхер также был осужден к смертной казни. Примечательно, что пропагандист до последнего называл Нюрнбергский трибунал нелегитимным, но его все равно повесили. Многие данные и документы о нацистских преступниках хорошо сохранились, и далеко не всем удалось уйти от неминуемой ответственности.
Нюрнберг был выбран не случайно. Именно здесь проходили основные съезды нацистской партии, за что иногда этот город называли даже городом съездов партии Рейха. Хусейн, Чаушеску, Муссолини, Пиночет, Милошевич. Тут или суд, или внезапная смерть, или революция и переворот, или побег. Но это только если повезет, как Януковичу. Диктаторы, как правило, заканчивают не очень. Или в луже собственной мочи, как Сталин, или в канализационной трубе, как Каддафи, или в бункере, как... Я и фройлен Брау, моя жена, мы покончим с собой. Но я не хочу, чтобы русские выставили мое чучело в музее. Не дайте мне попасть в их руки ни живым, ни мертвым. Мое тело должно быть сожжено так, чтобы невозможно было опознать его. Какая коварная штука история. Когда-то тебя боится весь мир, а ты принимаешь самое важное решение в секретном бункере в центре Берлина. А сегодня о тебе здесь почти ничего не напоминает, кроме этой таблички и парковки и обычных жилых домов. So genau weiß man das nicht. Er begeht am 30. April. 30 апреля 1945-го Гитлер кончает жизнь самоубийством. Очень-очень поздно. За неделю до капитуляции. Я не думаю, что решение было спонтанным. Ему уже давно стало понятно, что война проиграна. Еще летом 44-го. Но Гитлер предавался фантазиям. Он верил в то, что есть какое-то чудо-оружие, ракеты, реактивные истребители, вплоть до атомной бомбы. Но ничего из этого так и не появилось. Когда он окончательно убедился, что это конец, то и совершил самоубийство в своем бункере. Советские танки доехали до Берлина за родину. За какую родину сегодня россияне угрожают ехать до Берлина? Маленькую бандеровскую сволочь баловали его хозяева, да. Они ему давали танкишен, я, и гратишен, танкишен, я, туда-шен, сюда-шен. Кто-то после этого хочет мне сказать, что Берлин не является законной целью? Страна, объявившая войну России и ее столица. Они поставляют танки и думают, что мы будем уничтожать только танки? Шольц, отрасти себе усики Гитлера. Нацистская мразь. Предатель немецкого народа. Вот ты кто, а не канцлер Германии. Гитлер рассматривал это как борьбу за жизнь и смерть, и тот, кто проиграет, должен был умереть. Это был для него вопрос чести. Он не смог бы выдержать того, чтобы его взяли в плен. Он не смог бы выдержать того, чтобы подписать капитуляцию или выступить в каких-то переговорах как побежденный. Он так и сказал, что если мы не выиграем эту войну, то мы все пойдем ко дну. Тогда хочу задаться вопросом, а зачем нам такой мир, если там не будет России? Именно здесь, в этом зале, был подписан второй акт о безоговорочной капитуляции нацистской Германии. Первый акт был подписан во Франции, но Сталину не понравилось. Ему казалось, что ведущую роль отдают западным союзникам. В итоге все переиграли, и на следующий день, точнее 9 мая 1945-го, акт о капитуляции был подписан уже в Восточном Берлине, который взяла Красная Армия. Флага нацистской Германии нет, только Великобритания, США, Франция и Советский Союз. А что с проигравшей стороной? Десятки миллиардов долларов репараций, разрушенное государство и экономика, волнение в обществе и туманное будущее. После Второй мировой многие ресурсы Германии были изъяты, и у нее не было даже чем откупиться за все то, что натворили нацисты. В итоге страну разделили сперва на зоны оккупации, а потом и на два государства – социалистическую ГДР и Федеративную Республику Германия, ФРГ. Таковы были требования новой системы международной безопасности после войны. Берлинская стена – символ холодной войны, которая началась после той горячей, и того самого железного занавеса, который разделил мир на цивилизованный и коммунистический на многие годы. Возможно ли повторение чего-то подобного сегодня?
А дальше была холодная война, лихие 90-е и приход к власти Путина. Хотя, постойте-ка, мы об этом уже рассказывали. А что же стало с немцами после войны? Одним из самых эффективных методов денацификации общества стало захоронение жертв преступлений нацистской Германии собственноручно гражданами страны, которая очищалась от этого зла. Есть надежда, что ответственные за развязывание войны предстанут перед Международным уголовным судом. Это будет важный знак для международного сообщества и российского общества. Пока это так не выглядит, но это может произойти. Процесс займет время. Даже в Германии в 50-е еще многие говорили, что национал-социализм не так уж и плох. Просто не надо было совершать преступления против евреев. Надо много времени, чтобы общество привыкло к демократическому порядку. Однако у России нет демократической традиции. Там никогда не было демократии. В отличие от Германии, где такая традиция шла из 19 века. Но это не значит, что в будущем не появится такая возможность. Для этого придется критически отнестись к своему прошлому. Особенно к темным страницам своей истории. Немцев после войны отправляли в кинотеатры смотреть на те зверства, которые натворили нацисты, чтобы ни у кого не оставалось никаких сомнений. Кинохроника оказалась эффективным инструментом в борьбе с заблуждениями. Союзники хотели наказать нацистов. Они искали информацию о действиях граждан во время нацистского периода. Часто люди отрицали эти обвинения и говорили о том, что они не являются сторонниками нацизма, хотя они помогали той системе выживать. Наказания могли быть совершенно разными, от нескольких лет тюрьмы до смертной казни. Изначально было 4 союзных силы, которые занимались этой процедурой. В итоге они поняли, что невозможно арестовать всех, поэтому была придумана система денацификации. Поэтому в юридической системе, например, до 70-х годов оставались те же самые сотрудники. В медицине также не играло роли, является ли врач нацистом, потому что врачи были крайне необходимы. И сегодня в немецких школах продолжают не только рассказывать, но и показывать историческую правду. Довольно детально освещается тема национал-социализма. Чуть ли не полгода 9 класса только про эту тему и говорят. Говорят о том, как он пришел к власти, какие механизмы он использовал, чтобы, по сути, разрушить демократию в стране. Какие этнические группы преследовали, с каким образом, как он начал Вторую мировую войну. И для всех учеников Германии есть обязанность посетить мемориальные заведения, где находились раньше концлагеря. И также многие другие музеи посещали, например, этот здание, где проводились съезды нацистской партии в Нюрнберге. И также по другим предметам освещается эта тема. По немецкому, например, читали дневник Анны Франк. Я помню, что когда мы со школой посещали концлагерь Дахау, много кто был довольно шокирован после того, как показывали там кадры этих трупов людей, которых убили в этом концлагере. И мне даже еще осталось воспоминание, что некоторые из девочек, которые там присутствовали, даже начали плакать. Но несмотря на это, даже сегодня в Германии все еще остаются сторонники договоренности с лжецом и новой угрозой для мира Путиным. Оранжевая революция – это была однозначной провокацией и вмешательством со стороны ЦРУ. А США продолжают наращивать силы в Украине, лаборатории по производству биооружия и тому подобное, а также расширение НАТО на восток. Это провокации, поэтому я могу сказать, что я понимаю Путина. Или Россию в целом. Это же не только Путин, это русская нация так считает. Эту войну спровоцировала Америка. Это можно прочитать у Бжезинского. Фридман писал об этом. 2014 год стал переломным моментом. Вы это все можете прочитать. Хотелось бы верить, что рано или поздно эти люди сами все осознают, и денацифицировать их не придется. А вот что ждет россиян? Они ведь вроде как и так знают обо всех зверствах рашизма, и за ручку в кинотеатры их водить не нужно.
Германии потребовалось несколько поколений, чтобы полностью избавиться от подобных радикальных политических идей. России тоже потребуется время. Ну, мне хотелось бы ошибаться, но у меня очень пессимистический взгляд насчет будущего России. Мне кажется, что от этой имперской идеологии населения не так скоро откажется, поскольку тоже многие представители оппозиции тоже разделяют вот эти имперские амбиции, оправдывают аннексию Крыма, войну против Украины. И главная цель заключается в том, чтобы она не смогла продолжать вот эту агрессивную политику и ограничить ее возможности в том, чтобы начать подобные войны. Поэтому очень важно максимально оказывать помощь Украине, чтобы Россия не совершала подобные нападения на другие страны. Я думаю, что такой процесс возможен в каждом обществе. В Германии была похожая ситуация, когда ее полностью исключили из международного сообщества. Было большое внешнее давление, и нас полностью оккупировали. Не было суверенитета. Это важные рамочные условия, но с Россией немного другая ситуация, пока нет этих рамочных условий. Это будет довольно долгий процесс для общества, чтобы освободиться от взглядов, которых люди придерживались долгое время. Есть надежда, что ответственные за развязывание войны предстанут перед Международным уголовным судом. Это будет важный знак для международного сообщества и российского общества. Пока это так не выглядит, но это может произойти. Процесс займет время. Даже в Германии в 50-е еще многие говорили, что национал-социализм не так уж и плох. Мол, просто не надо было совершать преступления против евреев. Надо много времени, чтобы общество привыкло к демократическому порядку. Однако у России нет демократической традиции. Там никогда не было демократии. В отличие от Германии, где такая традиция шла из 19 века. Но это не значит, что в будущем не появится такая возможность. Для этого придется критически отнестись к своему прошлому. Особенно к темным страницам своей истории. Я знаю многих россиян, которые против войны, но большинство из них уехало из страны, и никто не ведет активную политическую деятельность. Это прискорбно. Многие уклоняются или пытаются использовать возможности для сопротивления, которые не так заметны. Но большинство населения еще не проснулись от этой политической литургии. И это проблема, потому что только сами люди в России могут поменять режим и повлиять на то, чтобы Путин, как я надеюсь, уже очень скоро исчез с мировой сцены. Dass Putin irgendwann, hoffentlich bald, von der Weltbühne verschwindet. У меня есть мечта, что российское население поймет, что их страна находится в преступной агрессивной войне. Поэтому я всегда говорю, Россия должна научиться проигрывать. Россия должна стать нормальным национальным государством и полностью отказаться от своих имперских, фашистских и колониальных амбиций. Это получится только тогда, когда Россия покинет территорию Украины, признает поражение, выплатит репарации и заплатит за совершенное преступление. Если этого не произойдет, Россия так и останется террористическим государством. Самые масштабные партийные съезды нацистов проходили здесь, в Нюрнберге. Гитлер считал этот город самым немецким из всех возможных. Конгрессы должны были продемонстрировать величие нацистской Германии. Гитлер очень хотел возрождения империи. Мы твердо стоим едино за нашу Германию.
исполнять приказы нашего фюрера и доказывать, что мы остались прежними. Наш фюрер Адольф Гитлер. Да здравствует победа! В итоге Нюрнберг был полностью разрушен. Место былой славы фюрера теперь посещают лишь немногочисленные туристы. Так заканчивают те, кто переоценивает свое величие.